Компания Sarmat представляет мобильный расточный станок Pioneer-2. Станок Pioneer-2 предназначен для восстановления изношенных отверстий на месте нахождения техники. Pioneer-2 состоит из станка с двумя электроприводами, блока управления с пультом, расточной бор штанги, главной и задней опор, универсальной центровочной системы, резца расточного и твердосплавных пластин. Pioneer-2 выполняет расточку внутреннего диаметра от 54 до 400 мм. Рабочий ход станка 500 мм. Максимальное обрабатываемое расстояние между соосными отверстиями зависит от длины расточной бор штанги. При установке и работе соблюдайте технику безопасности. А теперь давайте познакомимся с процессом установки и работы станка. Весь процесс работы можно разбить на 3 этапа. Центровка и установка опор, установка станка и запуск – рабочий процесс. Рассмотрим работу Pioneer-2 на примере расточки отверстий ковша экскаватора. Центровка может производиться двумя способами. Первый – с помощью конусов, в случае небольших отверстий и небольшой степени износа. Конусы устанавливаются в отверстие ремонтируемой детали с внутренней или внешней стороны. Через внутренние отверстия конусов проводится расточная бор-штанга. Конусы фиксируются стяжными кольцами на бор-штанге. Одно из 2 стяжных колец имеет 2 прижимных винта, которые фиксируют пару конусов для большей точности центровки. Теперь отверстия отцентрованы. Собираем главную опору. Крепежные лапки устанавливаем в главную опору с помощью винтов М12 и шайб. В лапки устанавливаем крепежные шпильки с помощью гаек М16. Затягиваем гайки. Устанавливаем главную опору на расточную бор-штангу и определяем место сварки крепежных шпилек. Фиксируем угол поворота крепежных лапок. Протягиваем все винты и гайки на главной опоре. Привариваем главную опору к поверхности ремонтируемой детали. Собираем заднюю опору. Крепежные лапки устанавливаем в заднюю опору с помощью винтов М12 и шайб. В лапки устанавливаем крепежные болты с помощью 2 гаек М16. Одна упорная, вторая стяжная. Затягиваем гайки. Устанавливаем заднюю опору на расточную бор-штангу. Определяем место сварки крепежных болтов. Фиксируем угол поворота крепежных лапок. Протягиваем все винты и гайки на задней опоре. Привариваем заднюю опору к поверхности ремонтируемой детали. После сварки главной и задней опор даем металлу остыть. Ослабляем стяжные кольца, убираем расточную бор-штангу и снимаем конусы. Устанавливаем бор-штангу обратно и проверяем качество центровки. При правильной центровке расточная бор-штанга должна перемещаться в опорах свободно, либо с небольшим сопротивлением. Установка опор завершена. Для высокоточной центровки или при высокой степени износа возможен альтернативный вариант центровки бор-штанги с помощью универсальной центровочной системы и штихмоса. Штихмос – это измерительное приспособление пружинного типа с изменяемой длиной. Штихмос состоит из подпружиненной измерительной головки с фиксатором и набором удлинителей, с помощью которых можно собрать штихмос нужной длины. При таком способе центровки необходимо приварить по краю отверстия ремонтируемой детали 3 металлических лапки под углом примерно 120 градусов относительно друг друга и закрепить в них регулировочные винты. Установить расточную бор-штангу в ремонтируемые отверстия, надеть на нее центровочные кольца и вставить кольца между концами винтов. С помощью любого измерительного прибора, например, глубиномера, штангенциркуля или нутромера с боковыми губками, необходимо произвести предварительную центровку. Далее в бор-штанге необходимо закрепить штихмос, собранный в нужный размер. Заводим штихмос в обрабатываемое отверстие и ослабляем подпружиненный шток. После того, как он уперся в поверхность, фиксируем положение штока. Вращая расточную бор-штангу, определяем отклонение от оси и производим регулировку за счет подачи того или иного регулировочного винта. Центровка завершена при условии, что шток штихмоса равноудален от каждой точки поверхности окружности. Центровка завершена.
Процесс установки главной и задней опоры при центровке с помощью универсальной центровочной системы идентичен процессу установки, показанному ранее при центровке конусами, за исключением этапа демонтажа центровочной системы, при которой мы ослабляем регулировочные винты, убираем расточную борштангу и снимаем центровочные кольца, а затем демонтируем центровочные лапки и винты. Далее устанавливаем борштангу обратно и проверяем качество центровки. Переходим к процессу монтажа станка и запуска расточки. Выкручиваем два стяжных винта передней траверсы станка. Вкручиваем разжимной винт для установки станка на главную опору. Станок установлен. После этого выкручиваем разжимной винт и стягиваем траверсу на главной опоре двумя стяжными винтами. Затем устанавливаем на выходной вал редуктора соединительную втулку и фиксируем ее на борштанге, а также на выходном валу редуктора. Обратите внимание, что втулка надевается на редуктор сервомотора стороной с шлицевым пазом, а на штангу стороной с отверстием, через которое втулка фиксируется на борштанге болтом. Подключаем станцию управления к станку. Для этого подключаем два кабеля к приводу вращения, сервомотору, а один кабель к приводу подачи, шаговому двигателю. Подключаем пульт управления к станции. На пульте управления расположены следующие кнопки. Тумблер вращения отвечает за направление вращения. Вращающаяся кнопка «Скорость вращения» отвечает за количество оборотов расточной борштанги. Тумблер «Подача» отвечает за направление подачи. Вращающаяся кнопка «Скорость подачи» отвечает за скорость осевого перемещения. Аварийная кнопка «Стоп» — это экстренная остановка станка. Станцию подключаем к сети 220 вольт с частотой 50 Гц. Переводим кулачковый переключатель в позицию «Включено», тем самым включая станцию. Загорается белая лампочка «Сеть». Затем нажимаем зеленую кнопку «Пуск. Готово». Подбор инструмента. Державку с механическим креплением пластины при необходимости можно подрезать до нужной длины. В державку устанавливается твердосплавная пластина и фиксируется специальным винтом. Пластины бывают трех видов. Для черновой обработки радиус при вершине 0,8. Для получистовой обработки радиус при вершине 0,4. Для чистовой обработки радиус при вершине 0,2. Выбираем соответствующие этапу расточки пластины. Зная обрабатываемый диаметр, подбираем адаптер для увеличения вылета резца, либо устанавливаем державку непосредственно в отверстие борштанги. Подводим резец к обрабатываемой детали. Регулируем вылет резца с помощью глубиномера штангенциркуля. Задаем на пульте управления скорость и направление вращения расточной борштанги, а также скорость и направление подачи. Процесс расточки начался. Чтобы расточить отверстие до необходимого размера, может потребоваться несколько проходов. Каждый раз нужно понемногу увеличивать вылет резца. Следите, чтобы слой снимаемого металла не превышал 5 мм, чтобы пластина выдерживала нагрузку. Так как при расточке эллипса резец периодически будет врезаться в металл, а пластины не предназначены для ударных нагрузок. Отверстие расточено, когда оно доведено до состояния ровной окружности. Чистовая расточка. Обратите внимание, чистовая расточка может выполняться как сразу после черновой расточки, так и после процесса наплавки, выполненного с помощью мобильных наплавочных комплексов компании «Сармат». Перед чистовой расточкой измеряем полученный диаметр с помощью штихмоса. С учетом полученных измерений регулируем вылет резца с помощью магнитной стойки с индикатором часового типа, которую устанавливаем на металлическую поверхность и включаем магнит. Регулировка происходит за счет подачи резца. Смотрим на индикатор часового типа и получаем необходимое нам значение. Затем фиксируем державку и выполняем расточку. Чистовую расточку делаем твердосплавной чистовой пластиной с радиусом 0,2 с небольшой скоростью подачи и максимальной скоростью вращения штанги. Контрольный замер диаметра производим с помощью штихмоса или штангенрейсмоса, кронциркуля, нутромера. Теперь производим демонтаж расточного оборудования, резца, соединительной муфты и расточной борштанги. Передняя и задняя опоры срезаются с ковша с помощью углошлифовальной машины. Места сварки зачищаются ей же. Вы успешно выполнили все операции. Спасибо за внимание. Желаем продуктивной и безопасной работы с оборудованием компании «Сармат».